Здравствуйте, подписчики и новые слушатели. Это канал о мистике из реальной жизни. Истории присланы подписчиками и найдены на просторах интернета. У многих авторов жанра о мистике озвученные истории тоже взятые из интернета и, естественно, могут дублироваться на других каналах, неосознанно и случайно. Никто из авторов этого жанра не мониторит друг друга на повторе историй. Все источники озвучиваются в видео. Хочу предупредить о том, что скорость звуковой дорожки увеличена. На это есть веская причина. Кому не хватает интонации и расстановок, может в настройках поменять скорость воспроизведения. Это для тех, кому кажется, что я озвучиваю тоном, которым ругаются учителя. Напоминаю о просьбе смотреть каналы российских авторов через VPN. Иначе YouTube оплачивать за их труд не будет. Часовой ролик требует работы около 4 часов. Я думаю, что это заслуживает благодарности. А также просьба ставить лайки и грозные дизлайки, на которые вы потратите меньше секунды вашего времени. Итак, let's go. Короткие истории. Автор «Слепой стрелец». Вот решил вам предложить пару историй из моего детства, а также одну, произошедшую с моим сменщиком у нас на работе. Надеюсь, что в описанных событиях удастся достоверно передать все необычные детали, которые не укладываются в стандартную картинку миропонимания. Событие, о котором пойдет речь в первой истории, произошло в моем детстве, когда мне было лет 9, ну может 10. Жили мы тогда в Нижневартовске. Шли летние каникулы, и я в тот день с дворовыми мальчишками играл в футбол на открытом хоккейном катке. Мы пинали мяч, буровя ногами сухую песчано-гравийную смесь, которой тот был отсыпан, стараясь забить гол в маленькие хоккейные ворота. Притом еще обыграть вратаря, который занимал в воротах так много места даже при весьма скромных габаритах. Одни из ворот стояли почти под окнами нашей квартиры, которая располагалась на 3-м этаже пятиэтажки. День выдался погожим, солнечным, но, как я помню, еще и не очень жарким. Деревья под нашими окнами, если они и были на тот момент уже посажены, могли представлять из себя лишь небольшие хлыстики молодых березок. И иногда во время игры я просто непроизвольно ловил взглядом наш дом. Так однажды мой взгляд уловил какое-то несоответствие. Я не понимал еще какое, но любопытство заставило меня отыскать его. И как же я был удивлен, увидев странную деталь в одном из своих окон – полосатый мешок. Им было завешено с внутренней стороны окно нашего зала. И кроме того, что сей аксессуар выглядел ужасно глупо в квартире, которую я покинул примерно за час до этого, никого не должно было быть, а значит и повесить подобное недоразумение было некому. Тут же я обратил внимание всех, с кем играл в футбол, на эту странную картину, попутно задавая вопросы. Точно ли в окне висит какая-то тряпка, похожая на мешок? И мое ли это окно? Получив общее заключение, что все, что я вижу, видят и все остальные, и да, в моем окне, я с 2 друзьями пошел проверять квартиру изнутри. И когда мы поднялись на 3-й этаж, прежде чем открыть дверь, я посмотрел в замочную скважину. Коридор, насколько было видно, заволокло каким-то паром. В растерянности я предложил друзьям посмотреть, что происходит в квартире через ту же замочную скважину, и они заверили меня, что видят то же самое. Самостоятельно заходить мы не решились, поднялись наверх, чтобы позвать соседа, паренька, который был нас постарше лет на 5-6. Рассказали ему все, что видели. И он, взяв мои ключи, открыл дверь и осмотрел квартиру. Мы же зашли следом, выдержав небольшую паузу. В квартире было все как всегда. Пар испарился без остатка, подобно миражу. Да и странная тряпка на окне улетучилась вместе с ним. Вторая история произошла тоже в Нижневартовске. И примерно в тот же год, что и первая. Это было зимой, вечером, часу так в 8. Меня отправили за хлебом. Вечер выдался морозным, на улице было темно и безлюдно. Возле самого магазина «Сибирь» в ясном звездном небе я увидел странный предмет. Луна овальной формы абсолютно беззвучно перемещалась в небе со скоростью вертолета в северо-восточном направлении, примерно пролетая над Мертвым озером, которое нынче называют Комсомольским. Вот уже сейчас не вспомню, вторая ли луна, али единственная, но помню, что кроме меня еще по меньшей мере 2 случайных прохожих
на сей странный феномен поглядывали. Третья история произошла буквально несколько лет назад. У нас на работе с моим сменщиком, условно назовем его Юрий, человек он уже не молодой, вполне серьезный, и на тот момент ему было немного за 60. Да и, как он уверяет, намерения просто пошутить у него не было. За несколько дней до самого происшествия, о коем и хочу рассказать, он заходил на работу, уже не помню за какой надобностью, но при встрече со мной жаловался на некоторые странности. Внезапно гаснущий на время свет, звуки удара в стену и что-то зеленое, увиденное боковым зрением, промелькнувшее и исчезнувшее на поверхности стола. А точнее, на стол представляет из себя два стола, сдвинутых в линию. Позже, отодвинув стол от другого стола в поисках чего-то упавшего в промежуток между ними, мы нашли там обломок старой зеленой линейки. Собственно говоря, сама история. Это короткий рассказ, поведанный через пару дней после произошедшего события моим сменщиком, заехавшим на работу по каким-то делам. И плюс к тому, увиденная мной в видеозаписи на телефон у одного из коллег, которую тот переснял с монитора в комнате охраны. Сразу скажу, что хотел найти и добавить то видео, но не смог его найти. Записи были со временем утеряны. Во время рабочего дня Юра очередной раз встал и начал выходить из-за стола. Тут по его поверхности что-то проскочило, что он опять уловил боковым зрением. Притом движение сопровождалось лязгающим ударом. Подумав о том, что работаем мы под зорким оком видеокамер охраны, Юрий подошел к дежурному охраннику и, посмотрев с ним записанный материал, обнаружил следующий эпизод, ранее мной упомянутый. Встав с кресла, он выходит, проходя мимо двух наших столов, при этом канцелярские ножницы, лежащие на одном из столов, поворачиваются примерно на 180 градусов и перепрыгивают на другой стол, преодолев при этом примерно полуметровое расстояние. После же перелета совершенно бездушной железякой Юра с растерянным и удивленным видом осматривает столы, со всем их содержимым. После того случая многие коллеги время от времени спрашивали меня, не буйствует ли у нас привидения, на что я всегда отвечал, что она работает не в мою смену. Заходил по этому поводу и начальник службы безопасности. Говорил, что даже поинтересовался историей того места, на котором построен наш салон. Притом чего-либо подозрительного найти не смог. Ну и бонусом. Вам историю, которую можно не зачитывать, так как из мистики в ней только то, что субъективное восприятие мозгом объективной реальности. Хочу представить случай, рассказанный когда-то коллегой по изыскательской работе, о том, как к нему в гости пришла Белочка. Сидел он как-то дома после длительного запоя и совершенно трезвый. Вдруг черт небольшой такой, с рогами, копытами, классического, значит, вида, но роста весьма небольшого, сантиметров 20 примерно. Сел черт на телевизор. Благо у старых советских телевизоров, в отличие от нынешних, было место, на которое можно было бы сесть. И начал рожи корчить да дразниться, язык показывать. В моем понимании по-детски, конечно, но болезнь-то вполне взрослая. Злость взяла моего коллегу. Схватил он что-то тяжелое, что под руку подвернулось, пепельницу или вазу, уже точно не помню, и запустил в черта с размаху, но попал в экран телевизора. Телевизор приказал долго жить. Черт же, успев перепрыгнуть на стол, дико смеясь, просто катался по нему. Но не прощать же черту такие экономические убытки. Так что пришлось моему коллеге бегать за веселым чертиком, пытаясь огорчить его всем, что попадалось под руку. В результате он разгромил все, что можно было разгромить у себя дома. Черт же при этом совершенно не пострадал. Да и как же могло быть иначе? Белая горячка все же. В ней нечистый себя как рыба в воде чувствует. Там он совершенно неуязвим. Подборка мистических и необъяснимых историй с сайта Reddit. Хочу представиться и кое-что пояснить. Я свадебный фотограф из Франции. Работаю в основном по Атлантическому побережью. Мне 32 года. И у меня около 170 завершенных свадебных проектов. Я не сильно верю в паранормальное, но очень интересуюсь им. И это что-то совсем далекое от моей обычной работы фотографа на свадьбах. Но с тех пор, как я стал читать эту ветку, то начал переосмысливать и кое-какой свой личный опыт, полученный при съемках свадеб. История первая. Призрачный букет. Первое, что приходит на ум – октябрь 2021 года. Свадьба проходила в замке, и в начале дня случился небольшой инцидент.
Свадебный букет невесты забыли или потеряли. В общем, его нигде не было, и невеста пошла к алтарю без него. На следующий день я отбирал фото на компьютере, момент окончания церемонии, когда пара идет от алтаря к гостям. Я делал фото из конца комнаты, и все происходящее было лицом ко мне. Была серия из 8 фото, снятых в этот момент, и только на одной из них невеста держит букет, на остальных 7 ее рука пустая. В тот момент я не придал этому особого значения и присоединил это фото к другим, отобранным для жениха и невесты. Невеста перезвонила мне практически мгновенно и спросила, прифотошопил ли я букет в ее руке. Я, конечно же, ответил, что нет, ведь в тот день я вообще его не видел и, соответственно, не делал никаких фото с ним. Реакция навела меня на мысли о странности этой маленькой детали, которой я не придал значения сразу. Это букет, который есть только на одной фото из 8, сделанных серией, с разницей меньше секунды. Поскольку невеста сразу узнала букет, то вариантов, что его взяли откуда-то из другого цветочного декора, не возникало. Она также заверила меня, что в тот момент ее руки были пустыми. Обсуждение остановилось, поскольку объяснений ни у кого не было, а предполагать что-то паранормальное с моей стороны было бы неуместно. История вторая. Исчезновение ребенка. Другая странная история произошла несколько лет назад. Коктейльная вечеринка проходила в помещении, потому что весь день было дождливо. Один человек начал паниковать, потому что потерялся его сын, и понемногу все гости стали искать мальчика. Обыскали все укромные уголки в помещении, в котором, в принципе, особо и негде было прятаться. Ребенка нигде не было. Несколько человек даже пошли наружу под дождь посмотреть, не пришла ли тому в голову идея пойти на улицу, несмотря на плохую погоду. Но ничего. Хочу отметить, что в этом помещении не было каких-то укромных уголков или длинных свисающих со столов скатертей. Абсолютно точно никаких мест, где мог бы укрыться ребенок. Минут через 20 я услышал какие-то восклицания из помещения, где были гости. Ребенок спокойно сидел на стуле, в центре этой комнаты, полностью поглощенный игрой в консоль, как будто он всегда там и был. Родители спросили его, где он был, и ребенок, похоже, не понял, о чем речь. Он объяснил, что не уходил отсюда, с этого стула в центре комнаты, и не видел и не слышал, как его зовут в панике и ищут 120 гостей. С другой же стороны, эти 120 человек не видели его прямо по центру комнаты, сидящего на стуле, с которого он теоретически не слезал. Поскольку я тоже принимал участие в поисках, то я уверен, что его точно не было в том месте, где он возник. Снова очень странная история. История третья. Плачущий ребенок. В течение свадебной мессы, церковная церемония, очень часто громко плакал ребенок. Французские церкви очень большие, из сплошного камня, заставляют звук многократно резонировать, и плач ребенка очень скоро стал надоедать. Я был единственным, кто может перемещаться в течение мессы, и я слегка раздраженный искал источник звука. Гостей было не так много, человек 60 максимум, но я никак не мог увидеть плачущего малыша. Когда я шел назад, казалось, что плач идет откуда-то спереди. Когда шел впереди, что сзади, и так далее. То есть, куда бы я ни перемещался, звук всегда шел из другого места. Казалось, что люди вокруг и не ищут источник звука. Но я видел, что они все раздражены, как и я. В том числе и священник, и жених с невестой. Когда я вышел из церкви, то внимательно смотрел, кто из гостей будет выходить с ребенком. И никого не было с детьми. Ни в этот момент, ни в течение всего остального свадебного дня. Новая баня. Автор Джей Кей Мафф. Наши друзья построили новую баню и позвали нас с мужем в гости попариться. Баня стояла отдельно при входе во двор, а через метров 20 и сам дом. Нас никто не встретил, и мы остановились около бани, так сказать, оценить новую постройку. Муж хотел заглянуть вовнутрь, но я тут же его остановила, услышав, как за дверью кто-то моется. Было хорошо слышно, как льется вода, будто кто-то опрокинул на себя большой таз. Муж тоже услышал звук льющейся воды и хлёст веника. Мы не стали заходить в дом, погода стояла хорошая, и решили подождать хозяина. То, что в бане был он, сомнений не вызывало. Слишком шумно хлестал веник, слишком много лилось воды. Так парятся только мужчины.
Прошло минут 10, все звуки из бани прекратились, а хозяин так и не появлялся. В окне дома появилась голова подруги, а потом и ее мужа. Он приглашал рукой нас заходить. Мы с мужем удивленно переглянулись и ответным жестом попросили их выйти. От двери бани мы, конечно, не отходили. На наш вопрос, кто у них моется в бане, они ответили, что еще ее не затопили, и там никого нет. Мы не поверили, но, открыв дверь, застыли. В бане действительно было не топлено. Пол сухой, и никаких следов того, что кто-то мылся. Объяснить случившееся мы так и не смогли. Как получилось, что мы слышали одно и то же вдвоем, было непонятно. Кроме двери, от которой мы не отходили, в бане не было даже окна. Как бы там ни было, но в баню мы так и не пошли, как бы друзья нас не уговаривали. Сладости для Степаныча цена спокойствия. Автор Ольга Мильгунова. История эта приключилась с Людой несколько лет назад. Но при одном воспоминании о ней у девушки появляются мурашки на коже и бьет мелкая дрожь, хоть девушку нельзя назвать трусихой. В тот год мама Люды попросила ее съездить к своей подруге в соседнюю область и помочь собрать вещи для переезда. У самой мамы обострилась болезнь ног, и она никак не могла поехать, а подруга по телефону слезно ее об этом просила. Тетя Нина, так звали мамину подругу, недавно похоронила мужа и осталась совсем одна в деревенском доме. С мужиком-то еще куда ни шло, а вот одной в деревенском доме женщине тяжко. У Людмилы как раз был отпуск, а планов, как его провести, не было. Она согласилась съездить к маминой подруге и помочь. Дорога заняла всего 3 часа на автобусе до райцентра, и потом еще час до самой деревни. Людмила помнила тетю Нину как жизнерадостную, улыбающуюся женщину. Когда они с мужем приезжали к маме Люды, то обязательно привозили сладости и подарки. Когда Людмила уже подъезжала к деревне, где жила тетя Нина, она набрала ее номер, и та пообещала ее встретить. На деревенской остановке, которая выглядела не как обычно выглядят остановки, это был просто столб у дороги с табличкой расписания единственного автобуса, который ходил всего 2 раза в сутки, один утром и один вечером. Людмилу встретила совсем другая женщина. Девушка не сразу признала мне тетю Нину. В черном платке, из-под которого пробивались седые неаккуратно причесанные волосы, с тросточкой, в старых поношенных галошах, которые ей были явно велики. Время. Что с нами делает время? И горе. Людмила отогнала от себя грустные мысли и попыталась улыбнуться тете Нине. К дому шли почти молча. Тетя Нина лишь раз спросила у девушки про дорогу и о том, как здоровье ее мамы. Вот и дом. Людмила окинула взглядом фасад дома и отметила, что какой-то он мрачный, что ли. «А сколько лет вы уже в этом доме?» – поинтересовалась девушка. Тетя Нина открыла калитку и вошла в нее. Люда последовала за ней. «Да почитай уж 15 лет. Пойдем в дом, дело к дождю. А я еще прошлась, да ноги приболели». Людмила переступила порог дома и ахнула. Внутри убранство так и осталось точно из прошлого века. Но все было запущено да нельзя. Даже стекла на окнах, казалось, не мыты несколько месяцев, а может и лет. Местами на стеклах были видны кружочки, как если бы кто-то просто протер для себя место для обзора. Можно говорить об этом долго, но для этого придется отнимать у вас время. Людмила вытащила и подала тете Нине платок от мамы и лекарства, которые тетя Нина попросила купить в городе. «А конфеты? Конфеты привезла?» Люда заметила, что тетя Нина спросила это как-то странно, с каким-то животным ужасом в глазах. «Она так любит сладкое?» «Конечно, тетя Нина. Вот целый пакет, и карамельки тут, и шоколадные». Людмила вытащила из сумки большой пакет с конфетами. «Спасибо. Ой, спасибо. А то автолавка только послезавтра приедет. А у меня они кончились. А завтра суббота уж будет». Девушка смотрела на тетю Нину и ничего не понимала. Что с субботой не так? «Сейчас ты покушаешь с дороги, я все тебе расскажу. Да и подменить меня попрошу, сил что-то совсем не осталось». Тетя Нина убрала подарки со стола. Конфеты же она с какой-то особенной нежностью положила в тумбочку у кровати. После обеда тетя Нина рассказала историю, от которой у Люды волосы встали дыбом. Но девушка подумала, что, скорее всего, старушка просто двинулась умом. Рассказ тети Нины. 15 лет назад мы с мужем решили купить домик в деревне. Были небольшие накопления, а квартиру в райцентре решено было сдавать.
Поездили, поискали, и в одной деревне нам подсказали, что дом какого-то Степаныча выставлен на продажу. На то время этот дом показался нам с мужем даже красивым и добротным, а цена удивила и порадовала. Почти вдвое дешевле, чем мы готовы были потратить на мечту. Продавцом дома оказалась миловидная женщина лет 40. Она показала дом изнутри, сад и огород вокруг него. Мы спросили про Степаныча. Она не сильно хотела отвечать на этот вопрос, только сказала, что он умер этой весной, ненамного пережив свою жену. А она оказалась единственной их родственницей, которая живет далеко, и дом этот ей не нужен. Оформили все быстро. Раньше с этим не было такой волокиты, как сейчас. Муж мой даже сделал новый забор, чему очень удивились соседи по деревне. Однажды к нам зашла почтальонша, принесла альманах с подписками на газеты. И первое, что она сказала после того, как поздоровалась, это «Как вас угораздило купить этот дом?». Мы с мужем удивились такому вопросу, а почтальонша, заметив наше непонимание, продолжила. Тут жил Степаныч со своей женой Марией. Долго жили вместе, душа в душу. Вся деревня им завидовала белой завистью. Степаныч рукастый мужик был. Вся мебель в доме его руками сделана. А Маша всю рушники до скатерти вышивала. Да так, что приезжали из музеев каких-то и покупали у нее. А в прошлом году Мария заболела. За месяц исхудала сильно, а потом прям под Новый год отдала Богу душу. Сильно горевал Степаныч, о, как сильно. Не пил никогда ж мужик. Ну так, только если рюмочку по праздникам. А тут как с цепи сорвался. Напьется, да и уснет у нее под крестом. Точно бы хотел быстрее к ней. Деревенские пытались его образумить. Ну куда им? Любовь была большая у Степаныча и Машки. Она ему раз в неделю по выходным вазу с конфетами ставила. И он ее за раз всю оприходовал. Сладкое очень любил Степаныч. Но боялись, что сахар повышаться будет. Вот такой выход нашли. Неделю ни сладкого, ни сахара, а в выходной день устраивался Степанычу праздник сладкоежки. Деревенские то даже посмеивались над этим. Я была попыталась сказать, что вроде не сильно нам это интересно. Дел полно насущных, но почтальонка не унималась. Так вот. А весной Степаныч на себя руки наложил, допился таки. Вон, а прямо на той старой яблоне позади дома. О, Господи! Только и смогла вымолвить я. А она продолжала. Да, но ведь таких же хоронить с другими нельзя рядом. Так и похоронили его за забором кладбища. Но через неделю в деревне стали происходить странные вещи. Много всякого. И лицо белое в окне видели, и вроде кто-то ночью стучит по дереву. Точно табуретку чинит. Но главное, что у деревенских кто-то все время воровал конфеты. Ну, грешили сначала на деток. Эти же не признаются. Однако подметили, что происходит это только один раз в неделю. С субботы на воскресенье. А потом кто-то предложил, что это Степаныч, неупокоенная его душа, за сладким приходит. Раз до два положили на его могилку конфеты в субботу. Заметили. Все, перестали конфеты пропадать в домах, и стук по дереву молоточком тоже перестали слышать. Я и муж стояли и слушали почтальонку, раскрыв рты. Ничего себе мы домик прикупили. Тут я скажу, что как раз к первой субботе время подошло, как мы полностью переехали в этот дом. А почтальонка не унималась. Так вот еще что. Сегодня-то мы уже отнесли конфеты. А вот со следующей субботы это тепереча ваша забота. Муж присел даже на лавочку от неожиданности. Я не знала, что ей ответить. Она уже развернулась и потопала к другому двору. Это все ерунда, не верю я в это. Муж теребил кепку в руках, а так он делал обычно, когда сильно о чем-то переживал. Неделя пролетела незаметно. Мы за делами и забыли про свои новые субботние обязательства. И, как оказалось, напрасно. После 12 ночи в доме начало происходить что-то непонятное. То вдруг свет включится и выключится, хотя выключатель оставался в положении выкл. То дверца шкафа на кухне стала открываться и закрываться. А проходя мимо зеркала в кухню, я почувствовала холод и заметила в зеркале в правом углу чье-то отражение. Белое лицо мужчины. Как же я заорала. Супруг мой пытался меня успокоить, но у него это не получалось. Конфеты. Мы забыли. Надо же было в субботу отнести. Я уже навзрыд рыдала. Да не поверили мы почтальонке. Никогда мы, городские, о таком не слышали. И началась у нас совсем другая жизнь.
Каждую субботу в снег ли, дождь ли мы носили Степанычу конфеты. И за все эти годы он больше ни разу нас не побеспокоил. Пару раз пробовали дом продать. Но все меньше людей хотели бы жить в деревнях. В конце концов, небольшая потеря для нашего бюджета. Блюдце с конфетами 4 раза в месяц. Недорогая плата за спокойствие. А потом мой муж заболел. Целый год по врачам. Но они не смогли ему помочь. А мне все тяжелее ходить на кладбище по субботам. В город в свою квартиру вернусь. Квартиранты уж месяц как съехали. А этот дом пусть так и остается. Никому не нужен он, если. Глядишь, может, деревенские или пришлые его на дрова разберут. Тетя Нина тяжело вздохнула и закончила свой рассказ. Люда не очень во все это поверила. Какие-то деревенские страшилки. Люди уж в космос летают. Мобильники до интернета у всех. А тут... На следующий день после обеда тетя Нина подала Людмиле 2 пакетика с конфетами. «А почему 2?» – поинтересовалась девушка. Тетя Нина объяснила, что 2-й пакетик для ее мужа, и попросила от ее имени с ним попрощаться. В понедельник был намечен ее переезд в город. Нанята машина. Она объяснила, как найти могилку мужа и Степаныча. Люда сразу нашла могилку мужа тети Нины. Постояла и своими словами, как смогла, передала все, что наказывала ей тетя. Разорвала пакетик и высыпала конфеты в блюдце. Погода стала резко портиться. Засверкали молнии. И девушка со всех ног бросилась бежать домой, напрочь забыв про оплату Степанычу. Тетя Нина согрела ей чаю и закутала в одеяло, так как Люда сильно промокла и промерзла под дождем. Уже поздно вечером Людмила вышла на улицу, чтобы дойти до деревянного туалета, накинув на себя пиджак, в котором она ходила на кладбище. И только тут она обнаружила в его кармане 2-й пакетик с конфетами. «Говорить или не говорить тете Нине? Да ерунда это все!» Успокоила себя Люда и положила пакет с конфетами обратно в карман. Люда и тетя Нина уже крепко спали, когда вдруг весь дом наполнился звуками. Доски на полу стали ходить ходуном. Заварочный чайник точно кто-то скинул со стола, и он, упав на пол, разбился вдребезги. Потом во всем доме включился свет, хотя выключатели были в положении выкл. Люда подскочила на кровати. Лампочка в центре комнаты разлетелась на сотни осколков. В комнате стало очень холодно и стоял невыносимый запах чего-то старого и сырого. Тетя Нина забилась в угол кровати. Волосы ее торчали в разные стороны, и она читала про себя какую-то молитву, зажав старый нательный крестик 2 руками. Что ж он осерчал-то? Столько лет устраивала. Может, конфет мало положили? А может, прознал, что уезжаю я. Это тетя Нина выкрикнула, обращаясь к Людмиле. «Я не положила конфеты Степанычу». «Что?» Смысл сказанного Людмилой точно бы не сразу дошел до женщины. Началась гроза, я и забыла обо всем. «Что ж ты наделала? Что же ты мне не сказала? Могли бы еще вечером успеть сходить. Гроза уж в 9 успокоилась». Людмила почувствовала какое-то движение за спиной, и леденящий холод пробежал по ее спине. Она посмотрела на тетю Нину. Глаза ее были точно 2 блюдца. «Не оглядывайся!» Только и успела крикнуть тетя Нина. В этот момент кто-то сильно толкнул Людмилу в спину. Сила была нечеловеческая. Люда упала на пол и ударилась головой о ножку стола. Тут же почувствовала, как кровь из рассеченной брови потекла на веко. Никогда еще Люда не испытывала такого страха. Усилием воли она на коленях добралась до вешалки и сдернула с нее свой пиджак. Достала оттуда пакетик с конфетами. И, протянув его кому-то невидимому, закричала во весь голос. «Прости меня, Степаныч, прости меня! Вот твои конфеты!» Люда повторяла и повторяла эти слова, пока в доме творилось черти что. Вдруг в одно мгновение все стихло, и свет снова погас во всем доме. В зале же так и было все это время темно из-за разбившейся лампочки. На следующий день Люда сходила на кладбище, нашла могилку Степаныча за забором и положила все оставшиеся конфеты, которые она привезла с собой. Она помогла тете Нине с переездом и сама уехала домой. Только дома, посмотрев себя внимательно, она заметила, что правый ее висок стал полностью седым. Да и шрам на брови останется навсегда, как напоминание о Степаныче, который, уже будучи неживым, остался верен своей привычке. Неизвестно, что стало с домом тети Нины и с оплатой Степанычу. Может быть, деревенские снова взяли на себя эту ношу,
История об этом умалчивает. Людмила знает только, что тетя Нина не прожила в своей квартирке и 2 лет. Отправилась на небеса к своему любимому мужу. Источник сайт Фостор.ру. Тени на стене. Автор Анна. Эта таинственная история произошла со мной в 2003 году. Тогда мне было 17 лет. Я была обычным подростком, ничему особого значения не придавала. И, как оказалось, зря. Однажды я была дома одна и читала книгу. Глаза устали, и я решила передохнуть. Положив книгу, я просто сидела, смотря в стену. Все мысли улетучились, и я впала в некое подобие прострации. И тут перед моими глазами на стене проявляется картинка. Она была как будто нарисована тенями. Там присутствовали и светлые тона, и немного темнее. Появилась она всего на 3-5 секунд и исчезла. Затем вновь проявилась и опять пропала. Все это было похоже на галлюцинации. Вечером я рассказала о мистической картинке маме. Она объяснила все бликами, которые остаются на сетчатке глаза, если посмотреть на свет. «Какие-то странные блики», – подумала я тогда. Ведь была настоящая картинка, а не просто расплывающиеся пятна. Вот только что было изображено на этой картине, я разглядеть не смогла. Вскоре я забыла об этой истории. Примерно через неделю мы получили печальную новость. Умер мой дедушка, мамин папа. Горе, скорбь, похороны. Тут мне вообще ни до чего не было дела. Спустя 3 недели я вспомнила эту историю с таинственной галлюцинацией. Мне стало очень интересно, что же все-таки было изображено на картинке. Сначала я пыталась вспомнить все детали и представить расположение теней, но ничего не получалось. Затем я взяла карандаш, листок бумаги и начала рисовать. Картинка получилась не совсем понятная, но получше всмотревшись, я догадалась, что это. Эта галлюцинация была неспроста. Это было предчувствие. Предчувствие скорых похорон дедушки. На листе бумаги я нарисовала могильный холмик с крестом на вершине. Однако на этом мистика не закончилась. Через пару месяцев после похорон дедушки в ДТП погибла моя мама. За 3 дня до этого мне приснился вещий сон. В нем о скорой смерти мамы мне сообщила наша общая знакомая. Но даже покинув этот мир, мама продолжала обо мне заботиться. Однажды я ни с того ни с сего проснулась среди ночи, перевернулась на другой бок и стала проваливаться в сон. Как вдруг опять открыла глаза. Было ощущение, что из состояния сна меня кто-то бесцеремонно выталкивает. Спать хотелось ужасно, и я не оставляла попытки погрузиться в царство Морфея. В конце концов мне это удалось. Шагнув одной ногой в глубокий сон, я вдруг четко услышала женский голос. «Аня, дыши!» «Что значит «дыши»?» – мелькнуло в моей голове. «Я что, не дышу?» Я тут же проснулась и последовала совету. Вдохнуть с первого раза не получилось. Стоял какой-то ком у горла. Лишь со второй попытки с хрипом я набрала в легкий воздух и шумом выдохнула. Я уверена, что этот голос принадлежал моей маме. Северная невеста. Автор Торч-2. Источник сайт Фостор.ру. В начале 90-х состоялась свадьба молодого коммерсанта и красивой девушки из небольшого городка Ковдора. Медовый месяц было решено провести в Питере. На дворе стоял 1999 год. Советский Союз уже несколько лет как распался, но люди жили и продолжали работать. Одним из таких людей был и мой отчим. Зовут его Антон. И выглядит он как истинный богатырь из сказок. В 1999-м Антон служил в части под Питером. Именно тогда его и отправили в командировку в Мурманск. Дабы сэкономить как можно больше денег, отчим решил отправиться в путь на своем автомобиле по единственной связывающей эти 2 города трассе Кола. Более 1000 километров старенький «Опель» преодолел без приключений. Странности начались, когда Антон уже въехал в Мурманскую область. Звук из динамиков магнитолы то и дело прерывался жуткими помехами. Двигатель стал чихать и работать нестабильно. А как только мужчина свернул в первый попавшийся поворот, чтобы разобраться, в чем дело, и вовсе заглох. Был уже поздний вечер, на улице непроглядная темень. Откуда-то издалека доносился грустный вой волков. Антон решил заночевать в машине, а утром разобраться с поломкой. Едва забрезжил рассвет, мужчина выбрался из автомобиля, размял затекшие конечности и повернул в замке ключ зажигания. На удивление машина завелась без проблем.
Антон все же заглянул под капот и, не найдя видимой причины вчерашней поломки, выехал на трассу. До Мурманска оставалось около 400 километров. На дороге стоял густой утренний туман и очень внимательно вглядывался в видимые 100-200 метров красными от недосыпа глазами. Вдруг практически перед капотом машины возник человек. Антон от неожиданности резко вывернул вправо и затормозил на обочине. Все произошло настолько быстро, что мужчина первые несколько мгновений просто сидел, крепко вцепившись в руль и слушая свое бешено колотившееся сердце. Затем отчим выскочил из машины и побежал назад вдоль трассы. Он пробежал достаточное расстояние, но не обнаружил ни единого следа пребывания на дороге человека. Вечером того же дня, за разговором с коллегами из военной части Мурманска, Антон упомянул о произошедшем с ним утром странном случае на дороге и довольно удивился, когда услышал в ответ историю, как оказалось, о знакомом многим призраке. В начале 90-х состоялась свадьба молодого коммерсанта и красивой девушки из небольшого городка Ковдора. Медовый месяц было решено провести в Питере. В северную столицу молодожены отправились на машине, но на выезде из города их заметили люди, работавшие на одного из конкурентов жениха, и увидели в сложившихся обстоятельствах прекрасную возможность устранить коммерсанта. Бандиты несколько километров преследовали автомобиль молодых, а когда оказались далеко за городом, решили напасть. Началась погоня, завершившаяся страшным ДТП. Новоиспеченный муж погиб на месте, а выбравшаяся из машины окровавленная девушка была изнасилована и зверски убита бандитами. С тех пор ее призрак на трассе встречало немало водителей. Ходят слухи, что она ищет своих мучителей и убийц. Местные даже прозвище ей дали – «Северная невеста». Отчим выслушал эту историю с открытым ртом и припомнил, что утром на дороге он видел именно девушку. Неужели это была та самая северная невеста? Хорошо, что она не причинила ему никакого вреда. Наверное, не признала в нем своего убийцу и отпустила с миром. Изба. Автор Миртел. Источник сайт Фостор.ру. В нашем поселке развлечений было не очень-то много, особенно если ты взрослый. Детям проще. Схватили каждый по палке, выбежал на гору, и вот уже в родном поселке начался целый рыцарский турнир. Взрослым труднее. Рыцарские турниры тогда были не в моде. Развлекались как могли. Телевизор, посиделки за рюмкой горячительного, иногда ночной клуб, если становилось совсем скучно. А народ поактивнее любил охоту и рыбалку. В каждом доме, в каждом подъезде обязательно можно было найти заядлого охотника или рыбака. А вместе с тем сложно было найти рыбака-охотника, который бы не знал про проклятую избу, которую все старались обходить стороной. К сожалению, не могу уже вспомнить, где конкретно она находилась. Помню только, что далековато от поселка, где-то глубоко в лесу. Какие-то любители лесных вылазок построили себе избу в лесу, чтобы было место для ночевки, если приезжали на несколько дней. Не знаю, сколько ей было лет этой избе. Не знаю ее предысторию, но регулярно от самых разных людей, пожилых и помоложе, скептиков и особо впечатлительных, слышал множество самых разных историй. Все как один говорили, что изба проклята. И вот несколько историй. История первая. Старуха. Два мужика, папины друзья, во время рыбалки остановились на ночь в избе, так как утром планировали рыбалку продолжить. Начинало темнеть. Пора было сворачиваться и идти в избу, варить уху, да ложиться спать. Договорились, что один пойдет вперед и начнет готовить, пока второй все соберет и найдет хорошее место припарковать лодку. Дальше с его слов. Прихожу в избу, ноги совсем не держат. Устал за день, будто поле целое в одиночку вспахал. Решил прилечь ненадолго, отдохнуть, дух перевести, а после приняться за уху. В избе стояло две двухъярусные кровати. Лег на одну из них, на второй ярус, и будто немного задремал. Проснулся от того, что дверью хлопнул кто-то. Поворачиваясь и вижу, как по лестнице на второй ярус ко мне ползет старуха. Седая, кожа обвисла. Будто ей лет 120 уже, не меньше. Прямиком из фильма ужасов. Поднимается медленно, смотрит на меня, не сводя взгляд, и улыбается ехидно. Я замер от страха, пошевелиться не могу. Все, что смог, так это отвернуться обратно лицом к стенке и закрыть глаза, в надежде, что это все мне снится.
А сам чувствую, как она позади меня улеглась и руку на меня положила. Пролежал так минуты 2, а она все это время шепчет что-то, тихо-тихо, слов не разобрать, и смеется. Волосы на голове дыбом стали, затылком чувствую дыхание ее. Не выдержал, внезапно осмелел, повернулся и как закричу «Пошла вон!» И бабка тут же в эту секунду как сквозь землю провалилась. Второй товарищ вернулся через пару минут, в историю не поверил. Пока не наступила ночь. Не мог уснуть и все сидел за столом у окошка, посматривал на догорающий огонь во дворе разведенный. Как вдруг увидел, как меж деревьев, неподалеку от избы, старуха стоит и на него смотрит. Поверил. Разбудил товарища, рассказал. Сидели вдвоем до утра, уснуть не могли от страха. Утром собрали вещи и уехали. Больше в избе не останавливались. История вторая. Печь. Дядя моего друга рассказывал свой печальный опыт. Ушел зимой на охоту один. Решил в избе остановиться на ночь. Приехал рано утром, протопил печь хорошенько. Ушел на охоту. Как темнеть начало, вернулся в избу, поужинал и завалился спать. Дальше с его слов. Не успел перелечь, как слышу звук шагов на улице. Ходит кто-то. Решил, что показалось. Лежу, а сам прислушиваюсь. Минута, другая. Опять шаги. Но в этот раз поактивнее, побыстрее. Будто на бег перешли. Ну, думаю, точно не кажется. Сначала и не подумал ни на что паранормальное. Изба многим известна. В ней часто останавливаются. Ну, думаю, компания, видимо, у меня на ночь будет. Открыл дверь, закрытую на крючок. Вышел на улицу, а там никого. Ни людей, ни животных, ни следов. Как было все снегом занесено, так и осталось. Свои следы только и вижу. Но сегодня оставленные. Вернулся в дом, сижу, слушаю. Какое-то время тихо было. Уже думал ложиться, но вот опять услышал шаги. Звук отчетливый, не спутать. Характерный скрипучий звук, как под тяжестью чьих-то ног ломает нас. И тут началось. Раз кто-то в стену ударил, сильно-сильно. Я аж подпрыгнул на месте от неожиданности. А потом еще раз и еще и еще. Колотит кто-то, не унимается. Вдруг стук резко прекратился. А слышу, как зашагал кто-то в сторону входной двери. У меня сердце в пятке. Крючок дверной забыл накинуть обратно, после того, как на улицу выходил. Я к двери кидаюсь, хватаюсь за ручку, тяну на себя. А шаги слышу совсем близко уже. Накидываю крючок и так и замираю, держась за ручку. Отпустить боюсь. На минуту опять все стихло. И вдруг как рванет кто-то дверь со всей дури, и как давай дверь вырывать. Дергает ее туда-сюда, вломиться пытается. Я стою, оледенел весь. Думаю, если отпущу, не выдержит крючок. Вырвет мразь с корнем. И снова стихло, и снова шаги быстрые вокруг избы. Я за ружье. Зарядил, встал посреди избы, готов стрелять. А у самого руки дрожат, держать его даже не могут. Слышу вдруг грохот на крыше. На крышу залез, сволочь. Топтался и затих. Я жду. Ну, думаю, с крыши не войти. И тут слышу, как по печной трубе лезет что-то. Конкретно так пробирается через нее. Тут-то я и не выдержал. Схватил вещи и пулей выскочил из избы. Даже не оглядывался, до того перепугался. Выбежал к дороге, в машину прыгнул и домой рванул. До сих пор вспоминаю, в дрожь бросает. Вот такие причудливые истории. Их на самом деле много. Какие правда, какие нет, не разберешь и не поверишь. Но сам бы лично проверять, наверное, не стал. Сейчас уж и не знаю, есть еще изба эта или нет. Странный случай. Автор Мертиал. Источник сайт Фостору.ру. На днях встретились с другом, и по ходу причудливых лабиринтов беседы зашел разговор о паранормальных историях. На удивление я вспомнил достаточно много случаев из жизни, которые сам затрудняюсь интерпретировать однозначно. Несмотря на то, что варианты объяснения этих явлений есть, какая-то часть меня ставит их под сомнение. Итак, история первая. Погнали. В студенческие годы, примерно на курсе 2 или 3, мы со старшей сестрой, по просьбе родителей, на летних каникулах поехали в деревню к прабабушке. Прабабушке на тот момент был 8-й десяток. Кстати, она до сих пор живет и здравствует. И так сложилось, что осталась она одна в самый разгар огородного сезона. Нужно было помогать. Не думая долго, мы с сестрой собрали вещи и махнули в деревню. У прабабушки очень большой дом, в 3 этажа.
У нее 9 детей, оттого и дом отстроили большой. Дети выросли и разъехались, а домина осталась. Территория у дома тоже очень большая. Большой огород, баня. Большой сарай, дровейник. И в метрах 50 от дома еще один дом, в котором жила одна из ее дочерей, тетя Юля. Рядом с домом также был уличный погреб. Со стороны выглядит как обычный небольшой сарай. Но если открыть дверь, то сразу видишь лестницу глубоко вниз под землю. Обычно там хранили картошку и прочее. Тетя Юля умерла за несколько лет назад до нашего приезда. Спустилась ранней весной в уличный погреб и задохнулась углекислым газом. В доме остался жить только ее муж, дядя Ваня. Через пару дней после приезда к прабабушке стало очевидно, что мы ей здорово мешаем спать по ночам. Она ложилась рано, около 9 вечера, а мы с сестрой не спали до 2-3 часов ночи. Болтали, смеялись, смотрели телевизор. Дядя Ваня уезжал на 2 недели в город и предложил нам с сестрой пожить в его доме, чтобы не мешать бабушке спать. Так и поступили. Днем помогали бабушке с огородом, а ночью шли в дом дяди Вани и куражились в волю, никому не мешая. Важный момент. Возле входа в дом стояла будка с собакой на цепи. Пес свирепый, непородистый, чужих не подпускает, даже местных, кто живет в деревне много лет и видит этого пса несколько раз в день. Признает только хозяев, остальным путь перекрыт. Собаку звали Тимофей. Ну так вот, первый же день ночевки в доме все и случилось. Времени было около 12 ночи, наверное. Мы с сестрой смотрели какое-то музыкальное шоу. Вдруг слышим странный звук, будто кто-то ходит под окнами. Выключили телевизор, сидим, прислушиваемся. А звук не унимается. Ходит кто-то, трава шуршит. Встали, выглянули в окно. Никого. На кухне вдруг раздался шум, будто в окно что-то бросили. Прибежали на кухню. Никого. А звук шагов тем временем никуда не делся. Ходит кто-то вокруг дома, и все тут. Решили выйти на улицу и обойти дом. Выходим, и тут же картина. Тимофей стоит и хвостом виляет. Смотрит в сторону дальнего угла дома, как раз где кухня. Обошли дом. Никого. Вернулись, а Тимоха уже забрался в будку и лежит, тоскливо поскуливает. Зашли домой, выключили свет, сидим, слушаем. Уже минут через 5 шаги снова появились. Только в этот раз шаги раздавались не где-то возле дома, а на летней веранде. Кто-то вошел в дом. Мы с сестрой в ужасе взяли в руки, что под руку попало, и пошли проверять. Как только мы вышли на веранду, прямо перед нашим носом закрылась входная дверь, будто кто-то вышел. Мы сразу рванули следом. Никого. Пес тихонечко спит. Пока я обходил дом, сестра осталась у входа. И вдруг я слышу крик сестры. Я мчу к ней со всех ног и вижу картину. Сестра стоит у погреба и кричит. Я подбегаю, заглядывая внутрь. А там свет горит, и тень внизу мелькает. Не раздумывая, я захлопнул дверь и, закрыв погреб на замок, рванул с сестрой в дом. Ночь не спали. Все ждали, что снова услышим шаги. Но звуков больше не было. Все было спокойно до самого утра. Утром проверили погреб, и никого там не нашли. Что странно, свет днем тоже не горел, когда мы его открыли. Хотя ночью я его не выключал, так как выключатель был внутри. А спускаться к той неведомой тени очень не хотелось. Рассказали утром историю бабушки, на что она абсолютно спокойно ответила. «Юля к вам приходила посмотреть на вас. Давно ведь не видела». Дядя Ваня, когда вернулся, тоже рассказал, что случалось подобное и раньше. И он тоже верит, что это его жена навещать приходит. После этого с сестрой еще много раз приезжали и жили в этом доме. Но подобного не повторилось. Вот такой странный случай. Несколько комментариев под публикацией «Странный случай». Ну, не знаю, насколько в тему. Городок у нас маленький. Приехали давно. Помню еще брусчатку по городу и лошадок, которые товары по магазинам развозили. Пошел в школу, как приезжий во 2 класс. Но опять же не в этом суть. Постоянно встречалась бабушка странная и неадекватная. Зимой и летом в шушуне. Это полушубок такой. При встрече сворачивает с дороги и отворачивается. Ну, по мне бабуля и бабуля. Мало ли неадекватов. Но бабушка ходит до сих пор, а мне уже 47. Где живет, никто не знает. Что за бабуля, которую смерть не берет? Никто сказать не может. Все отмахиваются и говорят. Да всегда тут плавала.
Сейчас бабуля плюшевую цигейку на какую-то непонятную шубейку сменила. Думаю, мои внуки ее еще увидят. Андрюша почти полтинник. Мамины родители жили в другом городе. Бабушка давно и сильно болела. Было ясно, что она уже не поправится. Но с другой стороны, люди в таком состоянии еще долго болеть могут. Мама приехала навестить, а бабушка на следующий день после приезда умерла. Приехала бы мама чуть позже, не смогла бы проститься. А через несколько лет дяде, маминому брату, приснился дед. Будто бы посмотрел, потом развернулся и ушел. Утром деду позвонил, трубку не берет. Мать выехала сразу. И оказалось, что дед в это время умер. Я в детстве ночевал сам дома. Сделал уроки, почитал книжку и лег спать. Только расслабился и стал обращать внимание, как в зале мебель хрустит и скрипит. А дверь в мою комнату открыта. И я хорошо это слышу. А скрип этот ко мне приближается. Многие, наверное, слышали такое, когда идешь по комнате, старая мебель то трещит, то хрустнет от шагов. И вот этот хруст ко мне приближается, но шагов не слышно. И вот он уже в моей комнате. А мне так страшно, что капец. И тут хруст пропадает, но появляется дыхание. Я даже сейчас, 26 лет, это вспоминая, мурашки ощущаю. Тяжелое дыхание, будто кто-то прямо в метре от моей кровати стоит и медленно, но глубоко дышит. У меня внутри будто что-то оборвалось. Такой сильный страх я всего дважды в жизни испытывал. Я лежал лицом в стену. И кое-как себя пересилив, достал мобильник, позвонил маме. Даже пока она меня успокаивала, я слышал это дыхание. Оно продолжалось, наверное, минут 20. А потом внезапно прекратилось с таким же отдаляющимся треском мебели. Страшно было, когда я ночью проснулась и то ли услышала странные звуки, то ли просто пошла до туалета. Потянула на себя ручку, чтобы открыть, а кто-то потянул ее на себя и захлопнул. Боже, как я орала! Мужа разбудила, туалет пустой. Дверь обычная, никаких доводчиков. Головой понимаю, что спросонья шатнула, наверное, но вот ощущение это в руке никогда не забуду. Халат. Автор Гюльнара. Странную историю рассказала мне мама. В конце 70-х годов 20 века наша семья уже несколько лет проживала в панельной хрущевке, которую родители получили от работы. Расположение комнат такое. От входной двери коридор буквой «Г». Справа ванная, затем туалет, за углом дверь на кухню. Прямо детская. Слева напротив кухонной двери дверь в проходной зал. Дальше спальня. В коридоре всегда горел ночничок в виде пластмассовой морской звезды, чтобы маленькому тогда брату и бабушке было виднее, куда идти, если ночью вдруг приспичит. Но этой ночью именно мама проснулась и пошла в туалет. А когда, выходя из него, приоткрыла дверь в коридор, то увидела, что дверь в ванной тоже открылась. Из нее вышел незнакомый мужик в папином халате. Спокойно прошествовал мимо нее, не обратив на нее никакого внимания, и повернул на кухню. Но мама недолго была в ступоре. Мозг лихорадочно искал объяснение странному и нашел. Дело в том, что наша семья не так давно переехала в город из поселка. И старые друзья, и папины коллеги по работе, приезжая в город, часто останавливались у нас. Мама в этот день очень устала на работе, рано легла спать. Вот и подумала, что пока она спала, к нам пожаловал очередной гость, а папа не стал ее будить, принял его сам. Не мудрствуя лукаво, она решила пойти и у самого мужика спросить, кто он такой. Но, повернув за угол кухни, она снова в ступоре остановилась у двери. Дверь была на 2/3 стеклянная, из армированного стекла. Свет на кухне не горел. Мало ли, подумала мама, может, курит у форточки, а свет не включил, чтобы хозяев не беспокоить. Включила свет и вошла на кухню. Она была пуста. Форточка закрыта, 5-й этаж. Обстановка у нас была спартанская, спрятаться негде. Разве что только в холодильнике, в солидном зиле. Мама открыла его, но там, естественно, никого не было. В полном недоумении мама пошла обратно в постельку, к папе под бочок. Но долго не могла уснуть. Что это за мужик шастал по дому в папином халате? О, халат! Халат-то был совсем не папин. У мамы перед глазами снова прошел тот момент, когда она, приоткрыв дверь, смотрела, как мужик выходил из ванной. Где, кстати, папин халат и висел? Свет из туалета упал на плечо этого субъекта, одетая в халат, и взгляд мамы зафиксировал его с фотографической точностью.
В те времена наши северные города снабжались неплохо, но специфически. Вдруг пройдет слух, что в какой-то магазин выбросили какой-то дефицит, и весь маленький городок летит туда и встает в очередь. Бывает, дефицита хватает, бывает и нет. Помню, однажды мы с мамой целый день простояли в очереди за чешскими туфлями. Я была ужасно рада, что они нам все-таки достались. Но придя на следующий день в школу в новых туфлях, увидела, что все девчонки в классе точно таких же. Эти махровые халаты производства дружественной соцстраны также выбросили в один из универмагов месяца 2 назад. Весь город стал за ними в очередь, и мама, тоже сорвавшись с работы, побежала туда. Очередь растянулась на целую улицу, и мама все переживала, что ей не хватит дефицитного халата, о котором так мечтал ее муж. Но халатов не только хватило, но и было несколько расцветок на выбор. Синий в голубую полоску, темно-голубую мелкую бежевую полоску и наоборот бежевый в голубую. Мама выбрала голубой в бежевую, но на мужике, очень похожей в темноте коридора, освещенном лишь призрачным светом синей морской звезды, но ясно различимый в луче света из открытой двери туалета, был бежевый халат в мелкую голубую полоску. Впрочем, это никак не объяснило ей факта появления мужика, но, как ни странно, немного успокоило. Хоть не в папином халате кто-то шастает по дому, и то ладно. «А ты папе-то рассказала?» – спросила я ее. «Ага. Сказала бы я ему, что ночью какой-то незнакомый мужик в его халате шарится по дому. Как бы он отреагировал?» «Нет, тебе первая этот случай рассказала. Не знаю, что это было такое». Мамин рассказ, честно говоря, мне глубоко в душу запал. Что выходит, в нашем доме, на нашем этаже, в нашей квартире ходит какой-то незнакомый человек. Ходит, как у себя дома. И, скорее всего, так и есть. И человек это, судя по халату, принадлежит к нашему времени. Его жена или он сам, ну, судя по тому, что квартира все-таки трехкомнатная, его жена. 2 месяца назад стояла в той же очереди, что и моя мама. А где же тогда мы? Где наша семья? Новая кухня. Автор Гульнара. Ночью я встала попить водички, зашла на кухню, включила свет и несколько опешила. Кухня мне показалась какой-то необычайно яркой, ярко освещенной, сияющей и новой. Поморгала глазами, думая, что это спросонья мне так кажется. Кухня была точно моя. Мебель моя, расположение ее, все на своих местах. Но ощущение было такое, как будто ее освещает какой-то мощный белый свет. Так ничего и не поняв, и не желая разбираться в этом, я попила и снова вернулась в кровать. Забыла об этом, списав на особенности полусонного восприятия. А через пару лет я решила сделать в кухне ремонт. Обои у нас на кухне были в мелкую клетку, серенькую, белую и бронзовую. Мне они очень нравились, и я выбрала почти такие же. Но когда приехали в магазин покупать все для ремонта, оказалось, что выбранных мною обоев нет уже, в том количестве, какое было нужно. Пришлось нам с мужем выбирать новые прямо тут же. Мы долго не могли договориться. Которые мне нравились, не нравились ему. И наоборот. Мне нравились геометрические узоры, а мужу цветочки, листики и вазочки. Чуть не рассорились. Вот такие поклей. Тут ни листочков, ни цветочков, ни кубиков, ни квадратиков. В сердцах сказал он и показал на совершенно белые обои. А давай. И купили, и поклеили. Оказалось неожиданно очень хорошо. Потолок уже был покрашен белой краской, и белые стены отражались в белом потолке. Купили новую люстру в 6 рожков и новые шторы, такого же размера и оттенка, что и старые, но посветлее. В общем, вы уже поняли. Когда я однажды ночью, захотев также попить, вошла на кухню и включила свет, то сразу вспомнила тот момент, несколько лет назад, потому что сейчас я видела то же самое, что видела тогда. Свою кухню, светлую, ярко освещенную, белую, сияющую новой краской и новыми обоями. Сразу подумала, что где-то в матрице произошел сбой, и мне еще тогда показали картинку, которую я должна была увидеть только сейчас. А вы что думаете? «Проклятие пирамид». Автор Пердимонокль. Купил я, значит, себе гараж. Давно купил. Позже, спустя время, захотел прикупить соседний. Один сосед отказался. Второго я не нашел. В кооперативе сказали, что лет уже более 10, как не платят и не появляются. По адресу последнему я ездил, но там не живут они. И куда уехали, только Путин знает. Шли годы. Мне было просто интересно. Ну а что же там, в склепе этом заброшенном?
Короче, как-то одним нетрезвым днем я спилил засов. Ну интересно ж. Зашел, а там старый мотоцикл, пара велосипедов и ящики с хламом какие-то. Я не вор, ничего не брал. На следующий день восстановил засов, закрыл и вроде забыл про этот склеп. Я занимаюсь в гараже неким ремонтом и бываю часто. Так вот, в первый день посещения моего гаража я режу скальпелем палец до кости. Ну ладно, мало ли, зашили. В следующий раз чищу трубу печки, и мне в глаз, прямо в глаз, вонзается проволока. Прямо в белок. Я выдергиваю ее, мысленно попрощавшись уже с глазом. Глаз спасли. На следующий день, уходя из гаража, я закидываю леденец в рот, переодеваюсь, и он попадает в дыхалку. Ничего сделать не могу. Теряя сознание, падаю куда-то на табурет. Он вылетает, слава богам Египта и моему ангелу-хранителю. Это произошло все за 3 дня. 3 дня подряд. Ну нахрен, не ходите, ребята, по чужим тайнам. Кому не рассказываю, смеются. И, кажется, не верят. А я начал верить. Отсрочка следствия. Автор Эйфер. Где-то в моем 9 классе к нам в школу пришли молодые учительницы на практику. С одной я сдружился. Ничего личного. Так трещали на переменах иногда. Она мне дала почитать большущую книгу, изданную в самиздате, а спустя 2 недели и вовсе подарила. Этот сборник состоял из произведений Рамачараки и Петра Успенского. В этой книжке, помимо всего прочего, был описан незначительный и иносказательный сюжет о прорастании цветка сквозь асфальт. Прошло несколько десятков лет, и по жизни я заметил, что почему-то противоположный пол относится ко мне по-особенному. Женщины либо меня люто ненавидят, либо любят от всей души. Никогда не бывает среднего положения отношений. Чего бы мне более хотелось? Где-то на работе или в магазине, в банках, в музеях некая злопыхательница обольет грязью при моем благоразумном молчании. Или некая необычайно красивая особа уже готова к встрече даже по незначительному поводу. А мне это надо? Мне же просто необходимо среднее отношение как к посетителю, клиенту, гостю и так далее. Зачем такие крайности? Неужели у слабого пола не бывает усредненного порядка? Я уж и так стараюсь не обидеть. А все равно существующая закономерность не разбивается. Вот недавно зашел в магазин за продуктами. За кассой сидит хмурая красотка. Никогда ее не видел. Я аккуратно выложил товар на движущийся столик. Посматриваю на кассиршу. Опасаюсь, как бы не заорала. Расплачиваюсь картой. Учтиво спрашиваю, можно ли вставить карточку в терминал. Она мне разрешает, сдвинув брови. Я благоразумно отмечаю, что всегда спрашиваю разрешения у красивых женщин. Она как начала хохотать, чуть с кресла не свалилась. Я сгреб продукты в пакет и удивленный вышел из магазина. Через 2 дня вынужден был опять идти туда же. Продукты ведь закончились. Эта же кассирша сидит почему-то только мне улыбается. Подошла очередь. Пока пробивала мой товар, попросила меня помочь ей через пару дней затащить купленную мебель в дом. Я пожал плечами. Мол, не смогу, спина болит. Ведь мне уже 6-й десяток лет. Посоветовал ей заплатить бравым импульсивным грузчикам, чтобы они занесли. Прошел уже год. Сейчас друг другу только улыбаемся. У нас на работе в свое время в лаборатории трудилась молодая и очень красивая женщина с большими чувственными губами. Меня ненавидела страшно. Кричала так, что временами переходила на ультразвук, даже по незначительным поводам. На производстве отвечаю за прием сырья из вагонов и распределение его по предприятию. У нас все компьютеризировано. Считайте, что на 2 объекта размером с половину футбольного поля тружусь я один. Естественно, с помощью производственных компьютеров. Первичное лабораторное исследование сырья перед приемом проводить я должен самостоятельно. Приношу пробы в лабораторию. Там сидит эта милая особа. Молча оставляю там образец сырья и ухожу, с намерением вернуться и провести анализ. Визуально проконтролировав процессы у себя, возвращаюсь в лабораторию. Лаборантки на этот раз нет на месте. Я делаю анализ и опять иду на свое рабочее место. Через компьютер включаю процесс приема сырья из вагонов. Через 2 часа звонит мне начальник цеха и говорит, что лаборантка накатала на меня докладную. Мол, я не сделала анализ сырья, и поэтому мне придется написать объяснительную. Никакие мои оправдания не действуют. В итоге 7 часов из моей рабочей смены тратится на хорошее прорабатывание меня на ковре у начальника. Долгие разговоры с замом и мастером.
да еще многократное переписывание объяснительных. Все это время держу бренд безразличия, хорошего и уважительного отношения к ненавидящей меня женщине, и спокойно держу свою точку зрения. Наконец все разрешается, спокойно ухожу на свое рабочее место, где время остается только для формирования отчета за смену. И вот отчет готов. Собираюсь включить по смене один добавочный процесс, который не включил еще из-за разработок. Он должен был быть включен еще 5 часов назад. Слышу какой-то еле-еле уловимый стук. Понимаю, что с процессом приемки сырья из вагонов, который включил еще утром, что-то не то. Прислушиваюсь, минуты 2 думаю и решаю пробежаться по этажам 50-метрового здания, узнать природу звуку. Поднимаюсь на 11 этаж, а там грохот стоит невероятный, и виден дымок из нори и транспорта сырья. Нажимаю на кнопку экстренной остановки транспорта. После остановки захожу на этаж, смотрю, а металлическая стена нори накалена до красна, и гарь стоит ужасная. Никакие датчики, что на нори, что пожарного оповещения в помещении не сработали. Оказалось, что толстый железный вал верхнего барабана нори 50 метров высотой обломало словно спичку, и барабан с обломанным валом продолжал крутиться, пока я не остановил. А предприятие у нас взрыва и пожароопасное. Могло разнести эти полфутбольного поля взрывом 3 счета, если бы я не нажал кнопку экстренной остановки транспорта. И вот, вернувшись к себе в компьютерную и оповестив о случившемся всех начальников, сел в кресло и начал думать. Если бы не эта молодая, люто ненавидящая меня женщина, я бы точно включил добавочный процесс еще 5 часов назад. А поскольку весы этого транспорта находятся за стеной компьютерного помещения на 2-м этаже, работает они громко, потому из-за них точно бы не услышал еле уловимый стук, доносящийся из аварийного узла, и вряд ли предотвратил взрыв. И если бы я поскандалил со своими начальниками и с той лаборанткой, я бы, несомненно, тоже раньше включил этот добавочный процесс. Ненависть со стороны и наше безразличие к этой ненависти творит необычайные вещи с причинно-следственной категорией, временем, а порой и спасает. Цветок, который прорвался сквозь асфальт, спокойненько взял силу асфальта от самого асфальта и пробил его, словно мягкий материал. От ненависти исходит невероятная сила асфальта. Надо только всего ничего, негатив перенести в позитив, и тогда само время склонит колени перед цветком.